мои паяльщики и паяйки, с вами снова я, Devilbyte. И извините, я буду озвучивать это видео так, как смогу, не хочу заниматься переозвучкой и так далее. Значит, что, перед вами знаменитая сушилочка Creality Space P+, и все, что вы знаете либо из интернета ее характеристик, либо из моих статей. Я ее раздербанил, вытащил все потроха и добавил туда свои потроха. Это вот такой вот дисплей, вот такой вот силиконовый нагревательный мат и, значит, пару датчиков температуры. Один датчик SHT45, это датчик NTC для контроля температуры самого мата, это датчик BME 280 чисто по приколу, потому что мне впадло ставить мультиплексор, потому что у SHT у всех 45-х там и так далее одинаковые адреса. Ну и, значит, давайте более детально рассмотрим всю эту движуху. Этот блок питания, он через вот этот транзистор питает сам мат. Ну вот, как видите, здесь его проходит кейбл, короче, и так далее и тому подобное. Соответственно, этот транзистор охлаждается импровизированно выбранным охлаждением, вот таким вот ручным кулером. Ну и давайте посмотрим, что мы видим. Видим мы сейчас немного. Сейчас я возьму указочку и покажу вам. Соответственно, сейчас мы видим здесь температуру самого мата. Вот он продолжает нагреваться, он должен нагреться до 90 градусов и дальше ждать, пока температура окружающего воздуха внутри самой камеры на датчике SHT не поднимется до градусов. Но мне это не удавалось. Почему? Потому что хуёвый обдув, и мне приходилось использовать вот такие вот, короче, кулеры, ручные вентиляторы. Знаете, там при жаркой погоде. Ну и вот, собственно говоря, что влажность, она на самом деле падает реально, так как у меня работает сплитуха. Сейчас здесь была влажность вообще около 45%, ну и в ходе экспериментов она снизилась до 23%. В общем, вывод какой, короче, ребзе, что вот эту всю движуху, вот этот коврик, его нужно отодрать от задней стенки, потому что через вот эту вот заднюю часть идут просто ебейшие теплопотери. Здесь прям, ну, кипяточная, короче. То есть он сейчас прогреется до 90 градусов, и сзади реально я почувствую 90 градусов. Но это никуда не годится. Надо ставить проставочки, делать какую-то алюминиевую пластину и делать ебейший обдув, чтобы это все обдувалось и равномерно распределялось по камере. И вот тогда будет какой-то результат. Но самое главное, что все это работает. Работает это, как я и говорил, на контроллере от Mega 128 в древнегреческом. Сейчас это подключено напрямую к моему компу через программатор USB ASP. Ну хули там, USB ASP, говно паленое, китайское, что там говорить. Ну и все это, естественно, снабжается вот этим вот блоком на 12 вольт 60 ампер. Я, конечно, не уверен, что он даст 60 ампер, но все-таки неплохо. Так что, ребята, вот такие вот результаты. Камера воркает, ну вот, как видите, уже там 83 градуса набралось. ПВМ, то бишь шин, ебенит на 95%. Ну, лимит у меня тоже в 90 стоит ограничение жесткое для безопасности. И после того, как камера наберет здесь 45 градусов, должен запуститься отсчет, но, к сожалению, пока мы этого не увидим. Ну и, естественно, вот здесь вот, если вверху вы присмотритесь, видим строку. Это показатели с BME 280, а на выходе, то бишь 35 градусов, 16%. Не знаю, почему влажность на выходе показывает меньше, чем внутри камеры. С этим еще нужно разбираться. Ну, вот такая вот, короче, движуха, ребят.